Почему так мрачно? Другой темы не нашел? Озадаченно спросит меня обыватель. А что если нет? Отвечу я. Может, я хочу, чтобы смерть наконец-то зарубила хайп и, заработав на этом деньжат, купила бы себе с вожделением новенький балахон. Ирония? Смех? Отчаявшийся не находит ничего другого, как переодеть свой страх в шутовские тряпки. Значит ли это то, что я призываю тебя к бессмертию? Мой ответ – ни в коем случае. Даже если бы я знал, как достать бессрочный абонемент в парк аттракционов под названием «Жизнь», то не воспользовался им и уж тем более не подарил бы его кому-нибудь другому. Что позволяет себе этот второсортный интриган? Что не так с его головой? Во-первых, становясь бессмертными, мы теряем жизнь. Человеческая жизнь – это испытание с условием времени, помогающее нам с определением и осмыслением цели существования, чтобы чего-то в финале добиться. Отсюда внезапно оказывается, что бессмертие не есть состояние человеческой жизни, ведь бессмертие не имеет рамок, оно, безусловно, выдернуто из осмысленного времени. Представь себе, что ты бессмертен. Теперь задумайся, хотел ты бы дальше существовать, если бы сумел познать все, что когда-либо желал знать? Тогда смерть в таком случае даже станет для тебя чем-то новым. И здесь ты понимаешь, что лишен такой возможности уйти в другую реальность. А если я скажу, что очень многое можно узнать и в состоянии жизни? Да, я призываю тебя жить на полную катушку. Но не в том фиолетовом смысле, чтобы пробовать все, что попало. Вредные пищи, сигареты, алкоголь, наркотики, распутство, погоня за модой и еще великое множество убийц вашего потенциала – все это обезличивает тебя. Почему? За все приходится платить, отвечу я тебе. Однако обыденность напутствует человеку прибегнуть к этим дорогостоящим удовольствиям. Для чего? Для того, чтобы он потратил свои самые важные ресурсы, время и внимание, а взамен получил кратковременный кайф. Выживают сильнейшие? Нет, я верю, что каждый вправе стать лучше, чем он есть сейчас, ведь кто стоит на позиции социальной обусловленности, зачастую сами подталкивают людей на самоуничтожение, защищаясь придуманными ими же доводами. Они знают, что каждый человек изначально силен, у каждого в душе заключен механизм побеждать, поэтому стремятся сделать его слабым, а затем превратить в зависимого овоща, чтобы отправить его на ближайшую овощебазу. В этом им сиюминутно помогают государства и его институты. Прямая агрессия против системы бессмысленна, но в силах каждого освободить свой дух, проявив волю. Бессмертие – это бесконечно тянущаяся резина, не имеющая смысла. Не гонись за ним. Ты оседлаешь жизнь и сделаешь ее такой, какой хочешь, достигнешь в ней всего, чего хочешь. Но ты постоянно кормишь себя отговорками, не видя реальных возможностей. Я раскрою маленький секрет. Воля просыпается от осознания, что рано или поздно за нами придет смерть. Здесь и сейчас просыпается воля к жизни. Люби свой инстинкт выживания, он двигатель прогресса. Если представить, что завтра ты прекратишь свое существование, то произойдет следующее. Яблоко, надкусанное тобой, станет слаще. Цвета в твоей комнате станут ярче. Начнет появляться энергия. Ты поймешь, как на самом деле сильно любишь своих близких. Вспомни фильм «Пила». Какими бы жалкими ни были участники игры, по своей природе, все пытались выжить, даже несмотря на то, что до этого испытания, игры, они откровенно ненавидели свою жизнь. К сожалению, в этом мире недостает Джонов Крамеров. Городские муравейники заселены мертвецами. Настоящие зомби – это не навязанный образ из фильма, а прожигатель жизни. И вот парадокс. Лишь единицы из них способны заняться донорством или отдать целиком свое тело на благо науки.
Остальные идут вразрез между желанием умереть и желанием жить. И это свойство оправдывает их позорное прозвище. Ты тот, кем ты себя представляешь. Ты образ твоих мыслей. Мысли материальны. Меняя свои мысли и представления, ты изменяешь себя и мир вокруг тебя. Потенциал изменений ограничивается лишь уровнем концентрации твоей энергии. У большинства людей вектор концентрации расщепляется на огромное количество маленьких островков. Это происходит из-за отвлечения внимания на разные раздражители. Нужно уметь отсеивать ненужное, но если же ты столкнулся с нежелательным, действуй. Либо ты сгниешь, как сырая доска, на которую льется яд, незамеченный тобою. Есть 3 выхода. Первый – уничтожь вредителя. Второй – хитро подстройся под него, чтобы он даже ничего не понял. Третий – уходи прочь. Да, есть такие обстоятельства, которые бесконтрольны и запросто могут лишить человека жизни. Однако и большую часть из того, что обычно называют непредвиденным, можно избежать, будь ты более внимателен, опытен. Но даже если ты столкнулся с неизбежным, то какой человек станет сожалеть о том, что делал все правильно? О том, что выбрал жить так, как хочет? Если он увидел мир таким, какой он в самом деле есть, притупленное же сознание человека будет морщиться под напряжением сожалений, потому что он лишил себя счастья жить. Пока не поздно, исправь все, исправь все, исправь все.